Ну, давайте начинать. У нас время 15 по Москве. Сегодня у нас встреча с многократной чемпионкой России, чемпионкой мира, призером Кубков мира, обладательницей Кубка мира Александрой Савенковой. Саша, здравствуй. Всем привет. Саша, как ты сейчас себя чувствуешь? Как ты на самоизоляции? Как у тебя дела? Ну, у меня все хорошо. Мне очень повезло. Я могу тренироваться на 50 метров на улице, потому что я уехала в деревню. Вот, вокруг народу мало, никто не мешает, поэтому у меня все прекрасно. Еще бы погода, конечно, потеплее была, было бы совсем замечательно. Сколько у вас градусов? Ну, сейчас 10, и это довольно-таки тепло сегодня. Вау. И даже солнечно. Слушай, ну прям такие условия для выработки какой-то стойкости, да? Да, да. Потому что ветер, снег, дождь, все как мы любим на соревнованиях по стрельбе из лука. Ой-ой-ой. Слушай, скажи, пожалуйста, вот у тебя на руке надпись «Per aspera ed astra» через тернии к звездам. Да. Что тебе приходилось пройти? Что у тебя такого было? Вот что ты преодолевала? Расскажи нам. Ну, вообще, эту татуировку я сделала после того, как выиграла детское первенство мира. И тогда я думала, что вот, я прошла столько соревнований, столько лет тренировалась, и вот я дошла, выиграла первенство мира. И тогда я не вкладывала тот смысл, что у меня впереди еще вся жизнь, и эта татуировка будет как бы способствовать всем терниям, которые у меня будут по жизни. Вот, поэтому сейчас... навлекла, наоборот, тернии какие-то. Да. Я не задумывалась о том, что... Ну, не вкладывала смысл, что мне с ней еще всю жизнь жить, и это так и будет происходить, через тернии к звездам. И действительно, у меня, на самом деле, вся жизнь так, мне очень непросто все достается. То есть на всех соревнованиях мне нужно выкладываться по максимуму, просто вот колоссально, чтобы даже преодолевать себя, скажем так, чтобы чего-то добиться. И, в принципе, и в жизни также. Вот я поставила себе цель, что я хочу купить квартиру в Санкт-Петербурге, что хочу быть самостоятельной, переехать. И я копила деньги, откладывала, вкладывала в себя, в соревнования, участвовала, призовые откладывала, чтобы вот достичь этой цели. И по жизни у меня так вот совсем теперь происходит. Что сначала нужно много-много-много-много преодолеть, а в конце будешь ждать. Слушай, а вообще вот если на тебя смотреть, ты, наверное, один из таких спортсменов, которые всем своим видом выражают уверенность в себе, готовность к очередной мировой короне. Скажи, это у тебя врожденное, или ты над этим специально работаешь, над тем, чтобы вот так себя подавать и так себя чувствовать? Это, видимо, у меня врожденное. Еще на первых своих соревнованиях международных в 2012 году в Дании, это было первенство Европы, и я тогда позвонила маме, сказала: мама, вот я в финале. Мама долго не верила и вообще не понимала, что это такое. И я ей сказала, говорю: мам, вот я тебе отправлю ссылку, ты можешь посмотреть, меня будут показывать. Мама смотрела, тренер мне тогда не разбирался еще в этом всем. И мама посмотрела, потом показала тренеру и спрашивает: Виталий Николаевич, а что у Саши с лицом? Это что такое? Это ей плохо там? Или почему у нее никаких эмоций, ничего нет? Вот просто каменное лицо. И тренер тогда сказал ей, что он от всех своих спортсменов хотел бы добиться вот такого лица, на котором ничего не видно. Что волнуюсь, переживаю, страшно, просто ничего. Слушай, ну у тебя реально это получается. Расскажи, вот о чем ты думаешь, когда ты выходишь на финал? Вот там звучит музыка какая-то, вас представляют, вас как-то так вот зрители встречают. Это же волнительно. Как ты с этим живешь? Это очень волнительно, и для меня, безусловно, это тоже прям вот
мандраж вызывает такой достаточно сильный, но по мне этого не видно просто-напросто. И выходя на линию стрельбы, я всегда думаю о том, что у меня все получится. И не надо смотреть ни на соперника, ни на то, что вокруг. Как всегда говорит тренер, есть ты, есть мишень и коридор между вами. И все, вокруг ничего нет. Слушай, ну нам всем это говорят, но не у всех получается. Как тренироваться в этом? Ну, я на каждой тренировке, то есть я стараюсь как-то оградить себя. То есть я мало с кем общаюсь. То есть просто если я общаюсь, я отвлекаюсь, и это все теряется. Вот, и я просто перед каждым выстрелом в голове себе прокручиваю, что вот есть я, вот мой лук, там моя мишень, и все, и больше ничего нет. И так изо дня в день. Круто. Спасибо, Саш. Друзья, я напоминаю, что можете задавать вопросы в чат прямо сейчас. Можно ничего не ждать. Будем задавать их Александре. Все, что вас волнует про ее жизнь, про ее лук, про ее тренировки, пожалуйста, спрашивайте. А я пока позадаю свои вопросы. А вот скажи, тебе приходилось выходить на финал, например, да, в таком состоянии какой-то разобранности? И как ты себя готовишь к тому, чтобы вот собраться? Какие-то приемчики у тебя есть? Ну, у меня, честно сказать, наверное, из того, что помню, вот был один единственный раз, когда я действительно выходила в состоянии непонимания вообще, что происходит вокруг, где я, кто я и вообще, что я здесь делаю. Это когда в 2016 году меня взяли, это у меня был последний год по молодежке, и меня взяли на взрослый чемпионат Европы. Как попробовать во взрослой команде. И я дошла до золотого финала личного. И когда я попала в золотой финал, у меня захлопнулась шторка. Где я, кто я, что я здесь делаю, почему я, а как так вышло, это же взрослый, а я вроде еще маленькая. И у меня в голове был вообще просто ураган какой-то. И на тот момент я действительно не смогла с этим справиться. Наверное, все-таки я еще была не готова работать без своего тренера. Все-таки Виталий Николаевич очень много в меня вложил, очень много мне дал. И без его поддержки, вот элементарно знать то, что он стоит там сзади где-то на линии, вот без этого было очень сложно. И тогда я действительно не смогла собраться, я стала вторая. Хотя для меня это было колоссальное достижение все равно среди взрослых уже на чемпионате Европы войти в тройку призеров лично. Но, наверное, это осталось надолго в моей памяти, что нельзя допускать того, чтобы шторка захлопнулась. Все-таки нужно осознанно подходить ко всему. Давай представим, замедленная съемка. Ты вышла на ответственный спарринг, ну, спарринги все ответственные, ты вышла, заряжаешь стрелу, поднимаешь лук. Вот если по кадрам разобрать, что происходит, как ты работаешь, поделись. Я заряжаю стрелу, вижу перед собой циферки, которые бегут, время, и начинаю понимать, что мне нужно сделать быстрый выстрел. Чтобы это сделать, мне нужно поднять лук, выставить упор, растянуться, прицелиться. У меня дотягиваю релиз, соответственно, нужно отпустить курок, потянуть, и должен произойти выстрел. Но это не происходит, потому что волнение и быстрый выстрел обычно не происходит. Соответственно, я начинаю зацеливаться, и больше внимания именно на прицел уходит. То есть на удержание левой руки, потому что это немаловажно. И все-таки чуть-чуть сильнее, чем обычно, я начинаю добавлять правым локтем, чтобы произошел выстрел. Угу, понятно. А давай еще немножко замедлимся про прицеливание. Просто интересно, как именно у тебя это происходит. Мушка как-то плавает, или она встает четко в десятку, или, может, даже не в десятку, например. Вот если такое ты нам расскажешь, будет клево. Ну, у меня, то есть я обычно завожусь сверху слева, то есть где-то, если взять как циферблат, с района 10 часов. Вот, и
Обычно у меня мушка встает под десятку снизу. И я всегда так стреляю. То есть я, скажем так, нет, я могу целиться прям в центр, но чаще всего у меня вот прицел стоит снизу, и мне его не поднять обратно. И с этим бороться у меня не получается, поэтому я обычно накручиваю прицел на прицеливание именно туда. Здорово, слушай, интересный прием, спасибо. Смотри, у нас есть в чате вопрос. Были ли у вас большие перерывы со спортом? Доводилось? Ну, наверное, максимальный перерыв у меня был месяц. И то меня заставил тренер. Принудительно отдохнуть? Да, потому что он сказал, как бы, Саша, все, надо как-то отдохнуть. Действительно, был такой момент, когда не получалось. Просто не получалось, не шла стрельба. И тренер сказал, говорит, Саш, надо чуть-чуть сделать перерыв, потому что, ну, только хуже дальше будет. Связан именно с эмоциональным состоянием? Да, да. Именно с эмоциональным состоянием, что я не попадала. Результат, который я хотела попадать. Соответственно, у меня постоянный стресс был, то есть постоянно какой-то нервоз. Вот. От того, что я не попадала, я бесилась еще больше, это все нарастало. И тренер сказал, давай-ка ты сходи куда-нибудь, месяцок потусуйся. И у меня началась дикая ломка, я не могла. То есть я посидела дома, ну, наверное, дней 5, и все, и мне надо на тренировку. Я приходила просто так. Я приходила в тир просто так. То есть все стреляли, я сидела на лавочке, там что-то помогала тренеру, потому что я не могла без этого. Именно вот без этой атмосферы. Тут, кстати, есть вопрос в тему. А когда-нибудь хотела бросить? Хотела. Честно, несколько, даже, наверное, осознанно несколько раз хотела бросить. Хотела бросить в самом начале, когда не получалось. Хотела бросить, когда однажды тренер мне сказал, а давай-ка мы с блока на классику перейдем. Я стреляла 3 года с классики. Потом хотела бросить, когда тренер сказал, а давай-ка с классики обратно на блок перейдем. Ну и, конечно, после каждых соревнований, на которых я выступаю недостаточно хорошо, как я хочу. У меня обычно все, да это последнее соревнование, я больше не буду стрелять, оно не получается. Иногда я могу так даже говорить после стартового круга, а потом дойти до финала и такая, ну нет, ну ладно, можно остаться. А не пропадает ли у тебя интерес участвовать в наших российских соревнованиях? Нет, нет. В моей подгруппе, я считаю, у нас очень сильные девчонки. Наташка Авдеева, Вика Бальжанова. Сейчас из молодежки очень много достойных девчонок есть, поэтому всегда интересно, и никогда нет такого, что мне не с кем там бороться. Всегда есть с кем. У нас, ну, действительно сильная команда, и поэтому, скажем так, никогда не знаешь, кто станет первый. Вот. Это точно, у вас там прям очень тесно, напряженно. На халяву не возьмешь медаль. Да, да. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего запомнилось на международных соревнованиях? Какая самая сильная эмоция у тебя была? Атмосфера. Атмосфера. Там всегда легко, легкость присутствует. То есть играет какая-то музыка. У нас не так давно это появилось на российских соревнованиях. Все друг с другом общаются, как-то вот непринужденная такая обстановка. Вот мы вроде и соперники, да, вроде и стреляем, вроде и соревнования, но все равно все там стараются какие-то сувенирчики подарить, какие-то вкусняшки, все как там пошутить, посмеяться, что-то там показать. Именно вот эта атмосфера дружественности, скажем так. Угу. Все-таки у нас на российских соревнованиях все как-то смотрят друг на друга. Ага, мы соперники, мы сейчас тут всех будем стрелять. Там как-то вот, ну, для меня там такого нет. То есть мы выходим на линию, да, мы соперники. То есть вот отстреляли все. У нас такая дружественная, веселая обстановка, и все хорошо. Спорт — ты мир. Да. Вот, кстати, про соперниц мне показалось,
ну, из того, что я видела, конечно, в записях, что чаще всего тебе приходилось встречаться с Сарой Прилс. Да. Это сложно или это, наоборот, проще, когда ты уже знаешь этого человека, знаешь, что ты, допустим, ему проигрывал, выигрывал? Как это? Расскажи. Ну, наверное, в какой-то степени это чуть-чуть проще, чуть-чуть легче. Первый раз мы с ней встретились как раз в золотом финале в 2016 году на Европе. И тогда в комментарии для World Archery они написали, ну, они разговаривали с Сарой Прилс, она им рассказала, что вот, я всегда встречаюсь с русскими девочками, всегда у них выигрываю, они там как-то не очень стреляют. И World Archery тогда добавила, что Александра Савенкова никогда не сможет оправиться от этого поражения. Увидела я эту новость спустя, наверное, полгода только. И меня это так задело. Ну, как это не сможет оправиться? Это что, единственные соревнования? Или что вообще произошло? И после этого в 2017 году зимой мы встретились с ней на зимней Европе в финале. И у меня прям вот горели глаза, я хотела, думаю, Савенкова сейчас как оправится, так всем видно будет. Вот, и тогда, наверное, кроме моей команды, моего тренера, в меня никто не верил. То есть за счетами мне доставала стрела Наташа Авдеева, и даже судьи за счетами говорили, ну, сейчас Савенкова какую-нибудь фигню попадет, сейчас Прилс точно выиграет вот каждую серию, так говорили. Зрители все тоже, ну, я была как такая темная лошадка, которая дошла до финала и выиграла. И вот после этого действительно ребята сказали мне, что, блин, Саш, вот это было красиво. Да, и причем ты еще когда-то ее потом в полуфинале выбила тоже, да? Да, да. И на финале Кубка мира мы с ней стреляли в Вегасе. В полуфинале, да. Тоже не ожидала от меня такого. Какой ты вынесла урок из этой ситуации? Неважно, с кем ты стреляешь, кто стоит с тобой рядом. Нужно стрелять с самим собой. И не то, что бороться как-то с собой, а именно для себя показывать результат максимальный, который ты можешь. Независимо от того, кто рядом стреляет. А какая твоя самая большая победа над собой? Наверное, психологическая. У меня были моменты, когда я даже работала с психологом, потому что я не могла сама справиться. То есть еще в молодежной сборной, скажем так, среди наших я была, ну, достаточно, скажем, нескромно, в общем, скажу, была сильнее, чем остальные девочки в команде. И на меня всегда возлагали большие надежды. И мне всегда все говорили, ты должна, мы на тебя надеемся, давай, Саша, Саша. И меня давил этот груз ответственности, потому что он висел надо мной вот таким вот огромным шаром и давил меня, и я действительно, пришел момент, когда я просто не могла с ним справиться. Самостоятельно я работала с психологом, и, скажем так, он поспособствовал тому, что я вынесла из этого всего, что я никому ничего не должна. Что мне абсолютно все равно, кто там что говорит. Есть я, есть стрельба из лука, есть мой тренер. Вот если мой тренер мне говорит что-то, то значит, я кому-то что-то должна. А если говорят все остальные, то мне все равно. Отличная позиция. Я думаю, надо прям вот всем взять на вооружение и применять. Действительно, очень сложно даже переживать, наверное, победы. Каждый раз от тебя требуют больше. Да, да. Расскажи, пожалуйста, как правильно переживать победы? Ну, Владимир Николаевич Ешеев нам всегда говорит, что вот вы выиграли, взошли на пьедестал, прозвучал ваш гимн, вы спустились, и все. И пусть начался заново. Как будто ничего не было, оно осталось там, где-то за плечами, где-то уже далеко. И ты начинаешь этот путь обратно с самого низа.
до самого верха. И так каждый раз. То есть нужно просто отпускать. Ну вот оно было, порадовались, все тебе похлопали, поздравили, и все. И оно закончилось. И его как будто не было. Скажи, а если это была не победа, а наоборот поражение, то как ее пережить оптимальнее? Ну, я для себя выношу, то есть я всегда люблю у себя в голове перекручивать, то есть этот спарринг, эти какие-то моменты, свои выстрелы, и искать какие-то ошибки, которые я допустила или не допустила, что я сделала или не сделала, и именно разбирать каждую ситуацию, чтобы в будущем этого не допустить. Вот, и это мне помогает, действительно. То есть я разбираю и понимаю, что, ага, в этом месте надо было сделать не так, а вот так. И если я так сделал, то дальше все будет хорошо. Спасибо. Давай еще вернемся к вопросам. Мария спрашивает, получается, в России стрелять даже сложнее морально, да? Ну, по-другому. Я бы не сказала, что сложнее. По-другому. Атмосфера другая. И, скажем так, мы чаще видимся, мы больше друг о друге знаем. То есть мы знаем, кто в какую погоду лучше стреляет, кто стреляет каким луком, какими стрелами, как долго, как готовится, у кого какой тренер. И, то есть, скажем, как облупленных друг друга знаем. И поэтому с этой стороны это сложнее. Ну да, есть такое. То есть, если кто-то поменял лук, например, ты ожидаешь, что у него сейчас будет провал в технике, и это как-то тебя влияет на твое... Да, чуть-чуть психологический настрой другой уже появляется. Еще вопрос. Кем ты видишь себя в будущем в стрельбе из лука? Ну, скажем так, я буду стрелять столько, сколько смогу, а в дальнейшем я хочу открыть свой лучный клуб. Да, в Санкт-Петербурге их не так много, людей, которые хотят заниматься, много. Вот, поэтому, скажем так, это моя цель, к которой я иду, чтобы открыть свой клуб. Круто, спасибо большое. И еще вопрос. Хотела ли бы, чтобы ваши дети занимались стрельбой из лука? Ну, наверное, хотела бы. Ну, раз будет свой клуб, то чего бы и нет. Да. Но я не буду заставлять. То есть, если мои дети выберут этот вид спорта, я буду только рада, а если какой-то другой, буду рада еще больше. Спасибо. Мне очень интересно знать, какое самое большое открытие ты для себя сделала в стрельбе из лука? Наверное, это связано с командной стрельбой. Да, то есть я для себя сделала открытие, что несмотря на то, какие у нас отношения, несмотря на то, дружим мы, не дружим, или мы поссорились 5 минут назад, выходя на линию стрельбы, мы должны быть все одной командой. То есть мы должны быть все вместе друг за друга, и неважно, кто что попадет. Если, скажем так, твой сокомандник попал не 10, а 9, значит, ты должен выйти и попасть чуть ли не 11. Потому что вы все как единый организм. То есть, и 4 серии прошло, вы отстреляли, все, вы дальше можете не общаться, не дружить, разойтись, и вообще вам друг на друга может быть все равно. Но именно в этот момент вы должны быть одним организмом и одной командой. Давай еще тогда остановимся на командной стрельбе. Мне показалось, ну, если нет, поправь меня, что ты чаще всего стреляешь последний. Зависит от того, кто стреляет в команде. Но обычно, да, обычно я всегда стреляла последней. Это ведь самая большая нагрузка, это такая ответственность, последний выстрел, да, который может либо оставить без медали, либо, наоборот, выдернуть золото. Да, ну, это действительно эмоционально сложно, но мне нравится. Я даже вот в региональной команде я всегда стреляю последняя. Не знаю, мне нравится этот адреналин, вот это вот
скажем так, чувство неизвестности. То есть от тебя все зависит, а вроде не зависит, вроде вы все команда, а вроде и твой последний выстрел, и вот эти вот качели мне нравятся. Слушай, ну, меня прямо как бы вдохновляет твой подход, потому что мне страшновато, когда я в команде стреляю, страшновато команду подвести. Как вот вы внутри настраиваетесь? Ну, понятно, что вы собираетесь в кучку, что вот мы сейчас стреляем, этот спарринг, это сейчас главнее всего. А я знаю, что вы там еще что-то шепчетесь друг другу. Может быть, ты с нами поделишься? Какие слова вы друг другу говорите? Ну, обычно у нас все слова связаны именно с техникой. То есть мы знаем, у кого какие есть проблемы именно во время стрельбы. И, скажем так, ну, есть же определенный порядок. Кто-то стреляет первый, кто-то второй, кто-то третий. Вот, допустим, я стреляю третья, и обычно у нас стреляет первая Наташа Авдеева. Соответственно, за мной становится Наташа и проговаривает мне: Саша, держи левую руку, тяни правой, до конца, уверенно. И так у каждого есть какие-то слова. Кому-то нужно напоминать все время про левую, кому-то про правую, кому-то про прицеливание. И, скажем так, это уже выработанное с годами, и ну, это уже на подсознательном уровне происходит. А какие самые сложные условия вот были, когда вы стреляли командой? Может быть, это погодные условия, или это был там та страна, против команды, которой вы стреляете? Что из такого вот вам довелось пережить и преодолеть? Скажем так, ну, для меня, наверное, погода. Честно сказать, летом, когда ветер, у меня начинается в голове взрыв. Потому что за 12 лет стрельбы из лука я до сих пор не научилась правильно выносить ветер. То есть для меня это сложно. Обычно я смотрю, какой ветер, накручиваю под это прицел и стреляю. Мне так проще. То есть мне проще каждый выстрел поправить прицел, чем подумать: ага, ветер дует справа, значит, мне нужно туда вынести, а как сильно дует. Для меня это сложно. Вот, поэтому, наверное, из соревнований самые такие сложные были... Это был Кубок мира в Турции, в Анталии. Мы стреляли за золото. Была 40-градусная жара. В тот год соревнования всегда проходят там финалы на пляже. Пляж из гальки. И они построили низкий подиум для стрельбы. А он из железа, он нагрелся так, что стоять на нем было просто невозможно. То есть ты делаешь выстрел, за эти там 15 секунд как-то быстренько стреляешь, а потом стоишь и переминаешься с ноги на ногу, потому что стоять невозможно. Просто. А из ветра, наверное, мы были на универсиаде в Тайпее, и на спаррингах командных, не на финалах, а просто на спаррингах, поднялся ураганный ветер, что было в щит не прицелиться. Вот. И там, если ты в команде попадаешь за 200 очков, это был просто, тебе там аплодировали сзади. Потому что это было просто нереально. И как в таких условиях тогда оптимальнее себя вести? Я вот знаю такой лайфхак: вешали тяжелые рюкзаки на себя. Чтобы... Да, колумбийки так стреляли, да, действительно это было. Ну, честно, нужно найти именно ту долю секунды, в которой у тебя будет прицел в мишени, и просто выстрелить. Других вариантов здесь просто нет. Спасибо. Друзья, у нас остается буквально 5 минут. Если вопросов больше нет, тогда я бы хотела, Саша, задать тебе такой главный вопрос. А вот как все-таки попасть в эту десятку? Ну, на самом деле, наверное, должно быть упорство, сила воли, должна быть жесткая левая рука, и четко должен стоять прицел. И тогда это будет 10. Даже это может быть не жесткая левая. Все равно самое главное — это прицел. Где у тебя в последнюю секунду будет прицел, туда ты и попадешь.
независимо от того, у тебя идеальный выстрел или есть какие-то погрешности. Все дело именно в прицеле. Если ты держишь прицел до конца и видишь его до конца, это будет 10. Супер, спасибо большое. Ну и давай потихоньку тогда закругляться. Какие-то пожелания для того, чтобы вот ребята, которые не достигли еще таких высот, но прикоснувшись к вот этой чемпионке, как что-то для себя вынесли? Ну, я бы, наверное, посоветовала больше уделить внимание работе в своей голове. Потому что все, что происходит, это все в нашей голове. Нет такого, что вот, я сейчас подумаю, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо. Для этого нужно приложить какие-то усилия, все равно, действительно. И делая каждый выстрел, нужно думать, о чем ты, что ты делаешь в этот момент, чтобы получился хороший выстрел. Нужно проговаривать, действительно, каждый раз, что нужно подержать плечо левое, нужно потянуть правый, нужно закрыть левый глаз, или наоборот, кто-то стреляет двумя глазами. Нужно все держать под контролем. И когда через месяц, через 2, через 3, каждый день это делая, это уже отложится на подкорку и будет происходить неосознанно. И это всего лишь нужно будет контролировать в своей голове. Это, конечно, звучит очень сложно, и делать это тоже очень сложно, но с годами это приходит, действительно. Нет такого, что уйдет мандраж, и не будет страшно. Страшно всем. На всех соревнованиях и на каждом спарринге, независимо от того, стреляешь ты год, 5 или 15. Это никуда не денется. Спасибо, Саш. В чате нам говорят спасибо за наши встречи. Тебе пожелания метких выстрелов, успеха во всех задумках и на всех соревнованиях. Спасибо большое, спасибо. Друзья, вам спасибо, что вы были с нами. Саш, тебе большое-большое спасибо, что ты нашла время и поделилась такими сокровенными вещами. Действительно, очень важно сейчас быть вот так вот близко. И время сейчас учиться и объединяться. Спасибо большое. Всем счастливо. Всем пока-пока, спасибо.